Продолжаются массовые задержания муфтиев на территории Российской Федерации. Для тех, кто давно на канале, понимает, что, конечно же, с муфтистаном, я не знаю, как это назвать, это какой-то отдельный класс уже муфтии, какой-то отдельный вид оргпреступности. Но те, кто давно на канале, понимают, что всему этому есть, конечно, объяснение, конкретные примеры, адские преступления, куда они вмешиваются, если вспомнить из ярких, когда из колонии, из следственного изолятора сбегали, то муфтий приехал с ними поговорить, а потом выяснил, что он такой же муфтий, как они, Снегурочки, то есть и потом на него же еще дело завели. Вообще с этими муфтиями довольно любопытная картина рисуется, но на это, да, скажем так, эта картина, это фон, но сейчас есть свежее событие, которое давайте попробуем разобрать и вспомнить, ну, тот самый фон, на каком это все происходит, явном, очевидном замещении коренного населения вполне себе конкретными радикальными исламистами. И этому есть подтверждение, этому есть простейшая логика, но давайте разбираться. Опять же, если вы еще не подписались, то и поэтому не понимаете, о чем идет речь, то подписывайтесь, ну а я начинаю. Хронологический обзор задержаний муфтиев и, соответственно, контекст такой, все 26 года. В середине мая 26 в Москве, Мордовии, Санкт-Петербурге масштабно произошли некоторые действия. В Саратове прошли задержания представителей духовного управления мусульман. Ну, их духовные преступления мы с вами, наверное, знаем, если Крокус еще пока не забыли. Не их конкретно, но вы поняли. Но те, которые сбегали, они были такие же, вполне себе радикальные и конкретные. Туда приехал муфтий, ему потом задавали вопросы. Так, напоминаю, что туда приперся, просто бандюги, отморозки. Ну, там вера, а потом он говорит, у них вера не такая, а потом оказалось, что он сам радикал. Ну, это к слову. Экс-муфтий Карелии, вот новое событие, экс-муфтий Карелии Висам Али Бардвил арестован на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Инцидент в аэропорту Шереметьево. Муфтий Мордовии, член общественной палаты Раиль Хазрат Абдуль-Малик Асаинов задержан по подозрению в даче взятки. Эпизод связан с преподаванием программы «Исламская экономика и финансы». То есть есть какая-то экономика конкретно исламская. Это примерно как марсианская. Я вообще не понимаю в России, что за исламская экономика. То есть какая-то отдельная экономика, и нахрен ее преподавать. Вы понимаете? Пишите. В Мордовском госуниверситете надо рассказать про исламскую экономику. Ну, надо начать сначала с шариата, потом с судов шариата, а потом, кто не понял, секир башка прям там, наверное, на парте. Извините, не удержался. Среди других фигурантов председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хэни в Петербурге и советник муфтия Саратовской области Ильхик Нидаль Авдалла Ахмад. Провластные каналы напрямую связывают задержанных с запрещенной в Российской Федерации террор-организацией «Братья-мусульмане» и иностранными структурами. Официального подтверждения этих связей нет. Так же, как и объяснение, нахрен сами эти деятели взялись здесь. Фон и что этому предшествовало, давайте разберемся. Другие события, которые могут кто-то из вас, если особенно кто-то не подписан на этот канал, ну, так сказать, да, отсутствие ума – это не болезнь. Я к чему? К тому, что это разбираем из маленьких частей, из большого количества событий, когда задерживают, например, там, участников диаспоры азербайджанской, при том, что это одна из самых влиятельных диаспор на территории Российской Федерации. Больше того, ответом на это является просто в наглую поймали на улице, просто по национальному признаку каких-то туристов русских в Азербайджане, отмордовали и на весь мир показали. То есть, ну, совершеннейшие радикалы, естественно, Азербайджан, надо ли мне напоминать. Ну, в общем, примеров у меня очень много. Совершенно ненормальные, просто вот, ну, то есть Азербайджан, как, видимо, судья Хахалева, там в такое дело вмешалась, пытаясь его замять, там извращенцы, там такое сделали с девочкой 8-летней. И вот она, ее Азербайджан не выдает даже, когда Россия запрашивает. Но и Россия запрашивает тоже, видимо, им помогает муфтии правильный запрос сделать, запрашивает по какой-то ерунде вообще. При том, что она вмешивалась в дело Марины Негреба. Сейчас не буду рассказывать, это в сети есть, забейте Марину Негреба. Когда придете в себя, напьетесь валерьянки, возвращайтесь, подписывайтесь и продолжим. А я пока возвращаюсь к данным муфтиям и примеру того, как это происходит, как, если с этим простым языком, да, еще раз в очередной раз, миллиардный раз, идет планомерное замещение народа населения. Это просто настолько нагло делается, что некоторые, особенно слабоумные любители ишаков, ну, как их иногда называют, любя, естественно, они, некоторые в автобусе начинают орать, это уже наша страна. Они реально в это верят, но самое главное не в том, что они верят. Это уже основание есть для них верить.
А в том, что просто совсем туповатые. Они, раньше времени, грубо говоря, начинают продавать, то есть демаскировать всю эту деятельность. Вот для меня, потому что не единицы, что это страна их. И это очень знаково, потому что они так считают. Потому что давно уже все платится дань, деньги выводятся, не хватает денег, пенсионный возраст поднимают и выкачивают еще больше из страны. Я не знаю, кем надо быть, чтобы этого не заметить, поверхностно. Но я занимаюсь этим не поверхностно, поехали. Да, вот это все примеры, доказывающие, складывающие общую картину. На фоне демографического спада и изменений в составе населения в России планомерно расширяют поток мигрантов, причем из стран с сильным влиянием радикального ислама. Идут квоты и договоренности по Индии, десятки тысяч, 25-26 год, обсуждают Афганистан и другие направления. Официально, то есть не какие-то стран, откуда, и не богатые, откуда можно было бы, люди бы ехали на заработки. Я в Болгарии долго прожил, я с болгарами разговаривал, там очень много строителей офигенных, которые просто полжизни работали на Советский Союз, на территории Российской Республики, РСФСР, и они с ностальгией вспоминают. Некоторые и сейчас найти не могут работу. Болгария не самая богатая страна, то есть там, придется еще поискать работу. И они вспоминают это, и сейчас бы поехали поработать. Но вам привезут из Афганистана, где ни одной высотки не видели. Там в центре еще, может быть, что-то есть, но привозят этих из аула с просто средневековыми ценностями. Девочка без незамотанным лицом, у них на уровне инстинктов напасть на нее. Это не шутки, просто этому исследования посвящены. Когда они нападают на маленьких девочек, нападают, для них это не является триггером совсем неправильного поведения. То есть они сдерживают свои инстинкты, то если с ними еще работать профессионально, какие-нибудь профессионалы, я не знаю, психологи или, по крайней мере, из отделов, которые должны заниматься той самой интеграцией иностранных граждан, и то это было бы сложно, у них на уровне инстинктов, девочка должна быть замотана, зашлепана, вот так идти. Как только она вся размотана, для них это дичь, условно говоря. И на уровне инстинктов, еще раз, на уровне таких глубинных культурных инстинктов. Но едем дальше. Итак, целенаправленно везут именно тех, кто никаких строительств себя никогда не показывал, не мастера, из каких-то степей привозят для строительства, для сельского хозяйства, то есть очковтирательства. Самое главное, что когда люди их не видят на уборке снега из Индии, то официально публикуется в новостях, а они холода боятся. Так на кой вы их привезли-то? И главное, платят им по 100 тысяч. Замещение населения. Причем я очень долго ведь с этим не соглашался, но я вижу, люди пишут. Я часто, так воспринимаю. Конспирология, наверное. Раз так воспринял, два воспринял. Но я же не нахожу альтернативное объяснение. Потому что, еще раз, стран есть небогатых огромное количество. Привозите оттуда строителей. Нет, понимаете, из Тибета вам не привезут строителя. Да, с какими-нибудь травинки, не навреди, вот таких не привезут. Привозят этих, башку отруби. Каких привозят-то, интересно, а почему? Итак, уже обсуждается вполне серьезно Афганистан, другие направления. Официально это подается как решение кадровых вопросов, но критики видят в этом замещение коренного населения. Я не знаю, хоть критики, хоть не критики, да? Но я в очередной раз даже, вставая на защиту этих критиков или не критиков, находите альтернативное объяснение. Альтернативное объяснение не хватает рук, не подтверждает, не выдерживает минимальной критики в свою очередь. По миллиону в месяц завозят. И где-то они отсиживаются, ждут, когда их можно будет провести официальный подсчет, и выяснится, что они государствообразующий народ просто по количеству. Я к чему веду. И это вопрос технический. Это не моя конспирология, это технически. Если Бастрыкин сказал, что их везут по миллиону в месяц, по-тихому кому-то успевают раздать какие-то документы, кому-то нет, завтра посчитают национальности. Какое государство оно православное или мусульманское? Посчитают, если окажется мусульман 53%, то вы, русские, если кто-то меня сейчас смотрит, будете нюхать, елочку красивую. Едем дальше. Одновременно в регионах с мусульманским большинством Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, а там вообще особые какие-то режимы, туда полицию не пускают, надо в поклоне спрашивать, можно войти. Растет влияние норм, близких к шариату. Естественно, там уже закрытые райончики создают, вообще никого не пускают. Отдельные образовательные программы, сильная роль духовенства, запросы на особые условия для религиозных лидеров. Громкие похожие кейсы, которые уже звучали, это шариатские патрули в Кабардино-Балкарии, 17-23 год, суд в 25-м, постоянно в
Тырнуазе группа местных жителей создала народную полицию нравов, патрулировала улицы, психологически и физически наказывали палками тех, кто, по их мнению, нарушал исламские нормы, извините. Ну нормально? Ну нормально, вы идете просто там не знаю, за хлебом, какой-то козел подходит палкой, потому что там не замотан, не заплеван, там, я не знаю, что какие они должны быть. Мне вообще плевать, какие они должны быть. Я вообще знать об этом не должен. Мне показывают там этот, как его, вот все время плохо себя чувствует, Дон. Ну, акваланг бывает слово, а бывает слово Дон. Он все время, вот этот Дон, он все время что-то про, это, ну, короче, их какая-то книга там, вот эта, религиозная. За книгу там кто-то кого-то наказал, побил. А на меня вообще не произвело впечатление. Для меня эта книга, ну, книга какая-то. Чё книга-то? Что книга-то? А для меня она ноль. Они, понимаете, они пытаются на меня произвести впечатление, вот с такой книгой так нельзя поступать, да мне, я с ней вообще никак не собираюсь поступать. Ее нет в моем книжном шкафу, она отсутствует. Я с ней никак не могу поступить. Ваша дурацкая реклама при помощи избиения задержанного человека на меня не действует, потому что я вообще не понимаю, за что его побили. Не понимаю. А они навязывают так, как будто в России все понимают. Никто не понимает. Товарища Дона никто не понимает. Дона Корлеона. По их мнению, нарушали исламские нормы, одежда, поведение, общение. Просто на улице человек идет, постарше, просто советский человек. Ему такой, ты чё, держи, да? Дело по экстремизму дошло до суда в 25-м году только кое-как. Аналогичные патрули в Подмосковье, в других регионах, 24-й, 25-й, группы мигрантов, в том числе из Центральной Азии, устраивали облавы на девушек в непристойной одежде. А? Россия, матушка, да? Нормально? Нормально, скрепы. Приставали, требовали соблюдения исламских норм. Я просто... Слушайте, комментируйте вы. Фиксировались видео и жалобы. Я просто иногда сгоняю информацию, некоторые дела даже я не знаю. Я просто говорю искусственно, собери мне, значит, вот такой темы много не надо. Много не надо, я сейчас читаю, как я растерянный. Дела по Таблинге Джамаат, братьям-мусульманам и подобным структурам 10 и 25 годы. Сотни приговоров за участие в запрещенных организациях. Проповеди, создание ячеек, связи с зарубежными центрами. Организация «Братья-мусульмане» запрещена в РФ с 2003 года. Как? Понятно как. Ситуация в Чечне. Публичное подтверждение шариатских норм. Моральная политика. Там уже на международном уровне сообщают правила, как вы должны себя вести, приезжая в Чечню. Не в Россию, в Чечню. Нормально? Нет, просто когда я затрагиваю и говорю, например, мигрант, причем миграция бывает внутренняя, внешняя, у меня толпа то ли ботов, то ли уродов, которые мне пишут, ты что, чеченцев, они россияне, ты чего, они куда, в Москве забили кого-то, Киев кого-то воткнули, они россияне. Если они россияне, вы, значит, стукнутые, которые мне пишут такие комментарии, вы мне объясните, а почему тогда для туриста откуда-нибудь из Германии он должен ознакомиться с правилами, приезжая в Чечню? Не в Россию, в Чечню. А это отдельные правила. Отдельные правила. Вы когда пытаетесь, да, ну так вот, если бы обращаться к тем, кто, ну вот я просто вижу, что у людей иногда, то ли их били много, у них вот такая вот логика, что, ну я уж не говорю о том, что иногда, когда затрагиваешь вот дело, там, да, вот, там Буймурадова, еще кого-то, мне сразу пишут, что там, что тебе, вот, типа, это так... Чуть что, значит, тебя чеченцы интересуют, полудурки. Я 10 лет какие дела только не рассмотрел. Израильская Тайрада, и польская Катажин Завада, и российских мам не горы, и украинских, ну, все, ну, те, что вот ближе, понятнее. Выползают такие, ну, как заготовлены. Ты что, только про Чечню можешь говорить? Да у меня одна миллиардная, наверное, тематики, да, с точки зрения контента касается, ну, вот в данном случае Чечни. Слишком она не доросла, нос у нее еще не дорос, чтобы я не, ну, там много было каких-то дел. И сколько я разговаривал с кавказцами, они как раз говорили, чеченцы не самый интересный народ. Даже веру не могли сами, так сказать, какую-то выбрать, позаимствовали у дагестанцев. Ну, они вообще от дагестанцев больше как бы все брали. Ну, то есть не так, что сами где-то, ну, такие люди немножко забитые, затюканные. Вот, ну так, по крайней мере, мне писали, уж не знаю, правда или нет, еще раз не буду утверждать. Тем не менее, так, значит, чтобы приехать в Чечню, то есть это какое-то отдельное место, там надо специально прочесть свод правил, чтобы с вами, ну, как-то, чтобы выжили вы, наверное, я не знаю. Что это за турист такой, который читает правила, как надо себя вести? Нифига себе. Мне когда предъявят правила, если я не какой-то агент, или там, я просто даже не знаю, вообще с какой целью, ну просто если мне предъявят, я хочу попутешествовать, я турист, и мне правила, как себя вести. Ну это что, пещера, что ли, где там мало воздуха, или какое-то погружение под воду, когда, если ты не будешь соблюдать правила, ты захлебнешься.
То есть, а ты едешь, ты турист, на автобусе ездишь смотреть там, да, тебе так правила, блин. Короче, то есть ты едешь, есть Северная Корея, там жестко, а здесь вообще правила, вот так. Понимаешь как? Ну можно сравнить с Северной Кореей отчасти, там, потому что тоже вроде как на въезде. Ну там хоть вся страна, там не так, что часть страны, допустим, есть правила, а часть нет. Но это очень странно. Давайте, да, так вот, если серьезно. Публичное продвижение шариатских норм, моральная полиция, сильнейшее влияние муфтиев и духовенства на жизнь региона. Федеральные структуры часто действуют с учетом местных особенностей. Я напомню, что там просто предупреждают, перестреляем нахрен, если не будете разрешения спрашивать, когда приезжаете. И это при их-то уровне коррупции. Ну какой смысл? Ну вот полиция едет, да, там по какому-нибудь делу. Так, с территории России, ну территория России вообще-то. Они должны предупредить там какого-то этого, как он называется-то, господи, все время забываю, говорит, Дон, это, ну да, ну не важно. Вот этого, значит, его предупредить, а кого он предупредит преступника? Ну мало ли, если коррупционное дело. Ну как же тогда задержать-то? Он предупредит, тот спрячется. Это вообще. Да, точечные зачистки при обострении. Когда молодежь и радикалы начинают борзеть, патрули, требования, конфликты, власть проводит показательное задержание. Вот теперь давайте разберемся, откуда вообще берутся, ну вроде же борются, да, там какие-то придумали вам дружину, слепили там из того, что было, которые с полицией ходят, они там, да, ну какие-то вот рейды, типа они борьбу проводят. Я бы вам объяснил. Ну вот мое мнение, еще раз, мне почти 10 лет этим занимаюсь, и это все-таки такие темы ключевые в каком-то смысле, потому что чуть копнешь, я копаю чуть глубже, чем общепринято в журналистике, и у меня тут же вылезают либо кланы какие-то, диаспоры, вот то самое оно и вылезает. Либо крышуют, либо получили деньги, чтобы замять и так далее. Вот дело Влада Бахова очень похоже было, что там не было присутствия тех или иных исламистов, но они там очень сильно присутствовали, до избиения некоторых блогеров. Как они присутствовали? Я думаю, что там Единая Россия присутствовала, но они как крыши, наверное, были призваны там замять это дело. То есть вот о такой фискальной роли они, по крайней мере, тоже отрабатывают, даже, казалось бы, в каких-то делах к ним вообще не имеющих никакого отношения. Лезут в это во все очень нагло. Вот, но вот мое глубочайшее убеждение, что они сами по себе в своих анклавах вот этих, они уже давно убеждены, что все им здесь они контролируют. Что, я не знаю, ну вот по поводу, да, главы государства, ну думайте сами. Вообще глава России еще царская, королевская, да, ну царская Россия, давайте, да, там цари когда были, она делилась на два вида управления. Один платит дань с криками Гойда, сам своих забивает и отдает там татаро-монголам, либо, ну там, туркам, да, османам, ну, то есть выплачивает дань. Были те, кто шли другим путем. Это тяжелее, ну героичнее. Там Куликово сражение, если Косово вспомнить, то опять же Сербия, да, там и Болгария с благодарностями Руси после русско-турецкой войны. То есть кто-то очищает, вот это все громит, и умудрились когда-то общими силами раздолбать, видите, османов. Хотя Турция сейчас себя, ну, презентует когда, ну, таким последователями уже цивилизованными, но все-таки гордость берет за то, что Турция сейчас цивилизованная, спасибо славянам, бы сказать. Но у меня такое впечатление, что вот как вы думаете, это вопрос на вас повешу. Вы считаете, Путин тот, кто пытается сражаться за свободу, или тот, кто выбрал путь, ну как-то удобнее платить дань? Ну, например, я просто не знаю, там, если кто-то слышал, может быть, или знает, если бы он платил дань, то, значит, были бы совершенно немотивированные огромные выплаты, дотации, ну, куда-нибудь, не знаю, на Северный Кавказ. Просто если это есть, ну, значит, он просто платит дань. И он может наводить порядок, он может делать какие-то дела, но всегда первой строчкой будут интересы тех, кому он платит дань. Если ему, например, скажут, там, напади на какую-нибудь славянскую страну, ну, не знаю, на Японию, там славяне живут, вот, разгроми их. Может оказаться, что ему будет выгоднее напасть, как-то придать этому какой-то общий вид, но он нападет, ну, потому что ему сказали его главный хозяева. А так, в принципе-то, хозяевам много не надо, чтобы деньги просто все им уходили, а не твоим пенсионерам. Пенсионерам какой-то минимум оставляют, чтобы не бунтанули, чтобы очередного какого-нибудь косового поля или какого-нибудь, да, там, когда восстанут истинные радикально, да, ну, те самые какие-нибудь националисты, ну их так часто называют. Кстати, вот очень важно, что в 90-е разгоралась вот эта борьба за сферы влияния, и выбор становился, и были такие ну те самые фашисты, давайте уж вещи называть своими именами, и были антифа. Антифа в массе своей, там глубоко копать не надо, это были северокавказские народы, которые продвигали, мы просто антифашисты, вот кто помнит? Если не помните, пишите комментарий, я могу сделать долгий, не долгий, ну более-менее разбор вот этих моментов.
потому что сейчас идет переписанная история, хотя Путин очень умолял всех не переписывать историю, но Собчак первое, что сделала, услышав своего любимого Владимира Владимировича, попыталась сделать интервью с девушкой, которая была из одной организации радикальной. Вот она вышла из тюрьмы, и она с ней делала интервью, чтобы, ну, там, в общем, короче говоря, чтобы придать вид, что, ну, что вот эти антифа, эти просто фашисты, эти ужасные, а те просто хорошие были адвокаты. Там не были хорошие адвокаты, там была стрельба взаимная, атаковали друг друга, но там просто Кавказ, Северный Кавказ, вот эти отморозки, радикальные исламисты, они боролись за влияние на территории России. Многие бандиты на территории России, такие как Сильвестр, выбирали путь где-то радикализации по национальному признаку, но не для того, чтобы кого-то ненавидеть, а для того, чтобы защититься от тех, кто пришел и ненавидит. Но сейчас очень много часто переписывается история. Еще раз, но она может переписываться специально, не специально, может быть, сглаживая углы, а может быть, потому что сейчас платится дань, например. А тогда она будет переписываться, ну, в интересах, что те, кто фашисты, да, они плохие. Ну, плохие, хорошие, не знаю. Они экстремисты, и те, и другие. Вот это очень важный момент, на котором бы я акцентировал. Тем не менее, часто заканчиваются минимальными сроками, но вот тогда становится понятно, почему нужны вот эти изображения деятельности. Поймали какого-то одного азербайджанца, там какая-то своя внутренняя дележка, какие-то зачистки происходят, конечно, и резонанс это дает. Но не происходит ключевого, то есть сама болезнь не лечится. Почему? Ну вот я не знаю, вот что вы думаете? Я бы поставил на то, что, ну, Гойда, да, то есть это опричники бьют своих, чтобы не выделывались. В принципе, у своих интересов может там, да, какой-нибудь нынешний современный образ, выражаясь, я так фантазирую, новый Иван Грозный, он может уничтожать все проявления свободы мысли. Какой-нибудь Новгород, который вот прям первое проявление, да, демократии, честных отношений, товара, денежных, социальных, просто вырезать его в ноль, чтобы этого не было, чтобы вертикаль, но вертикаль не только ради самого себя, а потому что хозяева сказали. То есть вырезать своих, потому что сказали хозяева. А хозяевам это не нравилось. Новгородское царство, понимаете ли, еще и оружие начнет делать современное такое, что просто толпой не задавишь. А у кочевников нет возможности активно развиваться. Да, там у татар-монгол и так далее. У османов, когда появилась возможность развиваться, они тут же передрались внутри, и вообще османское ханство, османское, ну, царство, короче, да, как там правильно сказать-то, оно скорее само развалилось. Да, его подтачивали в восстание, но сказать, что только русско-турецкая война, было бы тоже нечестно. Это была очень мощная конструкция системная, очень громадное влияние. Совершенно татар-монголы могли, не знаю, погладить их костюмы золоченые, ну, османов даже сравнивать нельзя, там мудрости было столько, что даже они для передовых отрядов янычар набирали славян. Понимаешь, даже вот, понимаете, уже на уровне генетики вопрос решали, в каком-то смысле. Так что, ну, жесткие, конечно, ребята, но очень сильно с мозгами. Поэтому турки предпочитают считать себя таким культурно-наследниками, что я бы тоже на их месте так считал, потому что османы были крутые, честно говоря. Тем не менее, да, ну, начали развиваться культурно и развалились нахрен, стали слабыми. То есть либо ты культурный, либо дикий. Вот где бы тут середину найти? Чем это заканчивается сейчас? Задержания прошли или продолжаются официально конкретные статьи, взятка, неповиновение, политический смысл по оценкам провластных каналов, попытка зачистить внутри официального исламского духовенства элементы, связанные с братьями-мусульманами, ну это официально, и внешним влиянием. Общая картина. На фоне роста миграции радикально-исламских регионов, то есть целенаправленно завозимых, и усиления соответствующих настроений внутри страны, боятся народ пока народ еще все-таки какое-то количество имеет, а русские воевать умеют, ну, давайте опять янычар вспомним. Янычары были в основном не русские, правда, да, такие, больше восточноевропейские, это как раз Балканы. Но суть-то все равно, славян побаиваются, как говорится, да, то есть... В общем, это уже на уровне инстинктов. От соответствующих настроений внутри страны власть время от времени проводит точечные зачистки среди муфтиев и общин. Это выглядит как балансирование, с одной стороны, замещение и рост влияния, с другой контроль, чтобы параллельные шариатские структуры не вышли из-под управления полностью. Ну или, по крайней мере, раньше, чем нужно. Я бы сказал так, чтобы не выходили какие-то отдельные, да, ячейки, которых уже понесет там, как в фильме «Джентльмены», да, то есть молодой тигр уже начинает там свое навязывать. Ну, это как пример.
Ну, то есть можно не удержать какую-то ветвь вот этого всего строения, да, то есть всегда человеческий фактор присутствует. А когда ситуация накаляется, делают просто показательные рейды с мягкими последствиями. Вот, по крайней мере, друзья мои, какой бы сделал я вывод, вы, может быть, делаете другой, не стесняйтесь, пишите, что вы об этом думаете. Разбираем отдельно, когда вы пишете комментарии, встроены дружно, ясно, подписавшись, поставив лайк, ну, то есть продвигая и канал, и видео, это, естественно, откладывается в искусственном интеллекте, так называемом агенте, на самом канале YouTube, который мне просто рекомендует. Так вот, люди интересуются таким вот вопросом. То есть, всякие глупые, грубые комментарии он игнорирует, меня сильно разгружает, я не люблю грубости, поэтому я уже в последнее время вообще почти комментарии не читаю, ну так изредка гляну, бывает. Просто люблю, потому что очень хорошие такие, практически поэтические обороты, они попадаться, ну, то есть это только когда сам читаешь, потому что он себе не станет, хотя можно попросить попробовать самые забавные, там, в общем, интересные перлы. Вот, но это так, к слову. Так что в любом случае, да, работа должна быть взаимной, свои комментарии пишите, если есть. Если кто-то написал, ну, там, лайкайте, потому что искусственный это все дело находит и говорит мне, вот эту тему надо развить. О том, как фа и антифа, кстати, может быть, есть смысл пройтись честно. О том, как на Марцинкевича, товарищ из Израиля, фильм снял абсолютно ложный. Да? Вот если кому-то интересно, ту самую настоящую правду, пишите, что у вас пальцы отвалились, что ли, да, в хорошем смысле. Берегите себя, это главный мой призыв.